Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем потрясающий киевский торт. Поистине это король любого праздничного стола. Мне кажется, что большинство людей любят такой торт. Выпекать его несложно. Я предлагаю вам сегодня присоединиться ко мне и испечь это райское наслаждение. Нежные хрустящие коржи и потрясающий крем. Это очень вкусно. Традиционно для торта используют орехи кешью, фундук, но можно выпекать и с грецкими орехами. У меня сегодня фундук, он уже обжаренный. Если у вас сырой, то нужно подсушить его в духовке или на сухой сковородке. Короткими импульсами я его измельчаю, но нужно, чтобы оставались крупные фрагменты орехов. Так будет вкуснее. И все количество орехов я делю примерно пополам на 2 коржа. Отбираю по 1 столовой ложке для украшения боков торта. И самый главный момент – это отделение белков от желтков. Не устану повторять, чтобы безе получилось, было устойчивым, сухим. Нужно белки отделять в чистую, сухую посуду, без капельки влаги, жира или любых каких-то других примесей. Потому что в таком случае безе никогда не получится. И традиционно киевский торт выпекают на заквашенных старых белках, то есть примерно 5-7 дней они должны постоять в холодильнике. Но я вам скажу честно, что я выпекала и на заквашенных, и на свежих, и разницы особо я не увидела. Самое главное правило, еще раз повторюсь, это правильное отделение белков. Поэтому делаем очень аккуратно, чтобы капелька желтка не попала. Выпекать буду я 2 коржа по классике. И здесь еще очень главный момент, что если духовка маленькая и в нее не помещается 2 формы, то безе для каждого коржа нужно делать отдельно. То есть сделали для одного коржа, испекли, и только потом делаем безе для второго. Иначе оно осядет и ни в коем случае не получится. Поэтому половину белков я отделяю в одну посуду, а вторую половину в другую. Крем же, общую массу я буду делать из всех желтков, поэтому желтки я собираю в одну емкость, накрываю пищевой пленкой и убираю пока в холодильник. А вторую часть белков выливаю в чашу миксера, добавляю немного соли и на небольших оборотах взбиваю до крепкой вот такой вот мыльной пены. И только потом постепенно частями начинаю вводить сахар. Весь сахар сразу высыпать ни в коем случае нельзя, иначе он не растанет и белки плохо будут взбиваться. Как только одна часть растаяла, я добавляю следующую. И когда уже вижу, что белки хорошо взбились, то добавляю чайную ложку лимонного сока и еще немного взбиваю. Проверить белки на готовность можно вот так вот путем переворачивания. Если они не выпадают, значит все готово. Добавляю сюда 1 часть орехов, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Можно добавить и муку, но мне кажется, что с крахмалом безе получается еще более такое сухое и воздушное. Очень аккуратно снизу вверх перемешиваю. Духовка к этому времени уже у меня разогрета на 150 градусов, а потом температуру я буду уменьшать до 130. Выпекаю в разъемной форме 24 сантиметра без дна. Переворачиваю ее бортиком вниз, чтобы не было вот такой вот выемки, которая обычно бывает от дна. И выкладываю сюда сразу все приготовленное безе. Разравниваю и ставлю уже в горячую, в разогретую до 150 градусов духовку. Сразу же температуру уменьшаю на 140-130 градусов и буду сушить корж 2-2,5 часа. Но время, конечно, может отличаться в зависимости от вашей духовки, поэтому обязательно проверяйте, ни в коем случае духовку сразу не открывайте. Еще потом, как уже корж у меня подсушился, я его оставляю в выключенной духовке примерно на 1 час. И только после этого уже достаю и оставляю остыть при комнатной температуре. Острым ножом я вырезаю корж из формы. У меня, к сожалению, такая форма одна, поэтому я не дождалась полного остывания коржа. Он у меня будет уже остывать без формы, так как мне нужно выпекать следующий. Я отставляю в сторону, форму хорошо мою и точно таким же способом готовлю безе для второго коржа. Важно хорошо взбить, опять же, чтобы безе получилось устойчивым. Добавляем орехи, крахмал, ванильный сахар, хорошо перемешиваем и опять выкладываю я в форму и ставлю в разогретую духовку снова на 2,5 часа.
Ну а пока буду готовить крем. В кастрюлю я высыпаю сахар, добавляю желтки, молоко и все хорошо венчиком перемешиваю до однородной консистенции. После чего ставлю на плиту и на небольшом огне, постоянно помешивая, увариваю до загустения. Ни в коем случае отходить нельзя, чтобы масса не пригорела и желтки не свернулись. Как только появились первые бульки, снимаю с огня, добавляю ванильный сахар, снова хорошо перемешиваю. Накрываю пищевой пленкой в контакт, и эту массу нужно полностью остудить. Очень важный момент, что сливочное масло нужно было достать заранее. Я вам сразу не сказала, прошу прощения. То есть в момент, когда мы начинаем варить крем, достаем сразу масло, чтобы оно было мягким и комнатной температуры. После чего я его взбиваю, оно должно побелеть, увеличиться в объеме. Желтковая масса у меня, как видите, очень хорошо уже остыла, загустела. И теперь я буду вводить во взбитое масло по 1 столовой ложке и продолжаю все это время взбивать. Крем получается очень нежный, воздушный, но главное все делать не спеша, постепенно. Силиконовой лопаткой я снимаю крем со стенок, так, чтобы все равномерно вмешивалось. Посмотрите только, какой нежный, воздушный крем получается. Сейчас он еще немножко мягкий, но его можно поставить в холодильник, и он непременно еще более загустеет. Приблизительно третью часть я откладываю в миску. Пару столовых ложек тоже откладываю для украшения и ставлю в холодильник. В большую часть я добавляю ароматизатор ром. Можно добавить коньяк, все, что хотите. Перемешиваю миксером буквально несколько секунд. В меньшую часть я просеиваю какао и тоже взбиваю миксером, перемешиваю. Крем можно поставить в холодильник, он будет более стабильный, а можно смазывать вот таким вот мягким. Это уже по желанию. Шоколадный крем тоже готов. Всю крошку от коржей я собираю на поднос, поскольку буду использовать ее для украшения боков торта. Посмотрите, какой толщины, высокие у меня получились коржи, они абсолютно сухие. В идеале, конечно, им нужно дать отстоять сутки, отстояться, но я собирала торт вот после того, как они испеклись и полностью остыли. Теперь я крошку всю руками разминаю и добавила туда отложенные орехи. Собираю торт. На дно немножко крема, затем выкладываю первый корж и полностью выкладываю весь светлый крем. Как видите, он у меня хорошо очень загустел. Я бы даже сказала, что сильно. Можно было его заранее достать из холодильника. Но, как видите, при работе он становится такой размягченный и очень легко наносится на корж. Накрываю вторым, так, чтобы дно было кверху, чтобы оно было ровненькое. И покрываю полностью весь торт шоколадным кремом. Теперь бока я обсыпаю крошкой вместе с орехами, которые приготовила заранее. Это традиционное украшение киевского торта. Также используются разноцветные крема, но я в этом плане не заморачиваюсь, да и красителя у меня не было. Я буду украшать просто белым кремом. Выкладываю его в кондитерский мешок с насадкой вот такой вот небольшой, тоненькой, и просто рисую полосочки. Остальную часть белого крема я выкладываю снова в кондитерский мешок, и насадка у меня звездочка. И просто по кругу отсаживаю небольшие звездочки, цветочки.
Если хотите, чтобы коржи оставались сухими и хрустящими, то торт сразу же нужно поставить в холодильник. Если нужно, чтобы они были немножко мягкие, коржи, то оставьте торт при комнатной температуре. Мой торт провел где-то час в холодильнике, и уже мы его разрезали и пробовали. Посмотрите, какой он получается в разрезе. Настоящий киевский торт, он действительно очень вкусный, нежные хрустящие коржи, великолепный крем, друзья, это очень вкусно, не бойтесь, пробуйте, я уверена, что у вас получится, если получилось у меня, то это уж точно. Надеюсь, рецепт был полезен, если так, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Жду комментариев, всем мира и добра!